Сейчас в сети активно обсуждают новость о том, что на весь спорт Норвегии могут наложить санкции из-за нарушений антидопингового кодекса. Можно прочитать, что Норвегии запретят проводить международные соревнования, сборную лишат флага на Олимпиаде и Паралимпиаде, вплоть до отстранения норвежских спортсменов. В чем провинился норвежский спорт и какие на самом деле последствия его ждут? Давайте разбираться. Все дело в том, что законы в стране не соответствуют с антидопинговым кодексом. Несовершеннолетние спортсмены возрастом от 15 до 18 лет проходить тесты на допинг могут только с согласия родителей или опекунов. То есть перед тем, как юным спортсменам проводят тест, их заранее об этом предупреждают, чтобы получить разрешение. Я думаю, всем понятно, что в нормы антидопингового контроля подобные правила не вписываются. Поэтому сама же Норвегия обратила внимание и сейчас старается принять меры путем изменения местного законодательства. Учитывая, что штрафы и санкции могут ждать Норвегию с 2023 года, у властей есть время на то, чтобы поменять свои правила и убрать нарушения. Поэтому вопрос о последствиях отпадает сам собой. Специалисты считают, что ни отстранение, ни какие-либо серьезные санкции норвежцам не грозят. Даже если в короткие сроки не удастся поменять местные законы, максимум, что ждет норвежский спорт, это штрафы. Бурно отреагировали на новость о возможных последствиях для Норвегии спортсмены из России. «Лично я буду аплодировать стоя», комментирует бывший биатлонист российской сборной Александр Тихонов возможную отмену этапов в Норвегии. «Давно пора было это сделать», говорит он. А вот Иван Черезов считает, что если Норвегия выбудет из соревнований, то это будет крах биатлона, ведь именно на России и Норвегии и держится данный спорт. А вот у российских и белорусских спортсменов, судя по всему, нету шанса в этом сезоне вернуться в большой биатлон. Исполнительный комитет IBU недавно рекомендовал продолжить санкции против них. Данное решение рассмотрится и с большей вероятностью подтвердится на Конгрессе в середине сентября. Говорится о том, что биатлонисты будут допущены к соревнованиям только в случае поддержки целей и принципов IBU. В нынешнее время это дистанцировать себя от войны в Украине.